Приветствую всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В видео я покажу, как связать эту эффектную сумочку. И несмотря на необычную форму, вяжется она очень просто. У меня на канале много креативных и подробных мастер-классов. Рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новинки. В мастер-классе я буду использовать шнур карамель. Мне потребуется 3 моточка. Крючок номер 5, а также необходима фурнитура для вашей сумочки. Это клапан и ремешок. Клапан можно не использовать, а вшить просто магнитную кнопку. Размер клапана 11 на 15 и ремешок я буду использовать 60 сантиметров. К ремешку потребуется 2 кольца карабина, ну а к клапану используйте любую застежку. Дополнительно вы можете укрепить донышко вашей сумочки с помощью пластиковой канвы для вышивания. Просто пришивайте за вот эти ячейки к донышку с помощью ниточки в тон или просто распустите шнур. Таким образом вы получите необходимого цвета нить. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте моталку. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. В первую очередь нам необходимо связать донышко для сумочки. Оно может быть круглое, овальное, прямоугольное или, как в моем случае, квадратное. Вы в самом начале отмеряете вспомогательную нить около 180 сантиметров и вяжете нужную форму и размер донышка. У меня на канале есть целый плейлист с разными вариантами. Переходите по ссылочке в описании. Конкретно в моем квадрате провязано 7 рядов. После этого необходимо выполнить ВТО. Обратите внимание, что края и петли выровнятся после отпаривания. Также по желанию вы можете укрепить это донышко пластиковой канвой. Вяжем корпус сумочки. Находим ту точку, где завершили вязание, там, где проходит вспомогательная и рабочая нить. В центр петли вводим крючок за одну ниточку, а также дополнительно захватываем дужку. Это задняя стенка от столбика. Она находится на протяжении всего этого ряда. У нас на крючке 2 ниточки. Захватываем рабочую нить и выводим ее на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Двигаемся дальше. Вводим крючок в следующую точку, в центр петли за одну ниточку и захватываем также дужку. На крючке 2 нити, захват рабочей нити, вытягиваем ее на лицевую сторону, захват рабочей нити, провязываем следующий столбик. Так мы двигаемся на протяжении всего этого ряда. Первый и все последующие ряды закрываются одинаковым способом, то есть на последнем столбике. Я ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захватываю и полностью ее протягиваю. Теперь мне необходимо между последним и первым столбиком проложить верхнюю петлю. Я нахожу первый столбик и второй. С обратной стороны ввожу крючок за 2 ниточки, то есть за верхнюю петлю. Захватываю сюда вспомогательную нить, протягиваю ее. И теперь мне необходимо ее вернуть в ту точку, откуда она вышла. То есть с обратной стороны я захватываю дужку, это задняя стенка от столбика, и ввожу крючок в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Так закрывается этот ряд. Переход на следующий делается всегда одинаковым способом. Нахожу точку, где завершила вязание, смещаюсь немного правее и ввожу крючок за верхнюю петельку. Захват рабочей нити, вытягиваю на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. Вяжу следующий. В промежуток между
Столбиками ввожу крючок за верхнюю петлю, состоящую из двух ниточек. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Так я вяжу на протяжении всего этого ряда. Второй ряд закрывается аналогичным способом, как и предыдущий. Делаем подъем на третий ряд и вяжем столбики без накида между столбиками предыдущего ряда. То есть точно так же, как и провязывали второй ряд. Вяжем четвертый ряд. И здесь мы будем формировать узор с помощью трех предыдущих рядов. То есть между столбиками первого, второго и третьего ряда мы будем вытягивать петли и провязывать их вместе. Сейчас я хочу наметить траекторию, чтобы было наглядно. Здесь я завершила вязание. Смещаясь правее, вот из этой точки я должна вытянуть первую петлю. Далее, опускаясь перпендикулярно вниз, между столбиками второго ряда, я также вытяну петлю. И опускаясь на первый ряд, также между столбиками я вытяну петлю. То есть у меня должно быть 3 петли, и провязывать я их буду вместе. Нахожу точку, где завершила вязание, ввожу крючок за верхнюю петлю, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее на нужную мне высоту. Далее опускаюсь от этой точки на второй ряд, ввожу крючок между столбиками этого ряда, захватываю рабочую нить и вытягиваю на ту же высоту, что и рабочая петля первая. Придерживаю пальчиком две эти петли и опускаю крючок на первый ряд. Ввожу его между столбиками, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее на ту же высоту, что и две предыдущие петли. Сейчас на крючке 3 петли. Я захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли. Вяжем следующий раппорт. Нахожу точку, где я должна ввести крючок после той точки, где я провязала. Ввожу крючок также между столбиками третьего ряда, захватываю рабочую нить, вытягиваю на высоту рабочей петли. Сейчас мне необходимо вытянуть так же, как и в этом случае, из второго и из первого ряда. Я придерживаю эти петли на крючке, опускаю крючок между столбиками второго ряда, захватываю рабочую нить и вытягиваю на тот же уровень, что и рабочая петля и первая вытянутая петля. Придерживаю эти петли, опять опускаю крючок уже на первый ряд, ввожу его между столбиками, захватываю рабочую нить и вытягиваю на тот же уровень, что и предыдущие петли. Обязательно расправьте эти петельки, чтобы они лежали ровно. Сейчас на крючке рабочая петля и 3 вытянутых. Я делаю захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Хочу обратить ваше внимание, что каждый раз я просто буду смещаться в следующую петлю. В первом ряду, во втором, ну и в третьем, конечно же. Перемещаюсь в следующую точку и повторяю все то же самое, что в предыдущем случае. Вытягиваю первую петлю, держу пальчиком, опускаюсь на второй ряд, захватываю рабочую нить, вытягиваю вторую петлю на ту же высоту, опять держу, опускаюсь вниз на первый ряд, захватываю рабочую нить, вытягиваю на ту же высоту, опять захват рабочей нити, провязываю вместе. И вот так у вас должно получаться. Таким образом вы вяжете до конца этого ряда. Четвертый ряд закрывается по такому же принципу, как и все предыдущие, то есть на последней петле, где необходимо провязать вот такую конструкцию. Сейчас мне необходимо вытянуть 3 петли, вытягиваю из третьего ряда, из второго и из первого ряда. Вытянула 3 петли, теперь я отпускаю рабочую нить и захватываю вспомогательную нить, полностью ее протягиваю. Теперь между последней петлей и первой петлей мне необходимо проложить верхнюю промежуточную вот такую петлю. Я нахожу первую вот эту конструкцию и вторую. Между ними верхняя петля.
Под нее ввожу крючок с обратной стороны, захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Теперь вспомогательную нить необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны мне необходимо захватить эти 3 петли, которые я сейчас вытягивала. Плюс дополнительно ввожу крючок в центр петли. Таким образом я захватила 4 петельки. И вышел крючок в той точке, где проходила вспомогательная нить. Захватываю вспомогательную нить и возвращаю ее в эту же точку. Так закрывается 4-й ряд и все те ряды, в которых формируется узор. Мы провязали первую полосу узора. Она состоит из 4 рядов, 3 ряда столбики без накида, 1 ряд формирования узора с помощью предыдущих 3. Таким образом, мы каждый раз повторяем 4 этих ряда до нужной высоты сумки. 5-й ряд начинаем по такому же принципу, смещаясь правее. И провязываем 3 ряда столбиков без накида и 1 ряд с формированием узора. Еще один очень важный момент. Вот эту петлю, которая на крючке рабочая, мы не растягиваем. Я провязала 6 полос узора, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 полоса. Этой высоты мне достаточно. Самый последний ряд выполнен столбиками без накида. После этого переходим к обвязке соединительными столбиками за вот эту верхнюю петлю. Как выполняется такая обвязка, у меня на канале есть уже подробный мастер-класс, и ссылка на видео ждет вас в описании. Переходите по ней, выполняете обвязку сумки, закрываете ряд, обрезаете ниточки и прячете их в полотно. Устанавливаем всю фурнитуру. У меня на канале есть мастер-класс по вязанию мини-сумочки. Там я как раз таки показываю, как выполнить вот такую обвязку из соединения клапана с корпусом сумочки. Также у меня на канале есть мастер-класс по установке фурнитуры. Там я все показываю, вплоть до того, как установить кольца-карабины на вязаное изделие. Ссылочки на эти мастер-классы ждут вас в описании под этим видео. Также вы можете выполнить подкладку в эту сумочку. У меня об этом тоже есть подробный мастер-класс. Ссылка ждет вас там же, в описании под этим видео. Пришло время оценить мой мастер-класс. Я надеюсь, он вам понравился. Подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. И нажмите обязательно колокольчик, чтобы быть в курсе новых видеороликов. Благодарю за ваше внимание. Всем пока-пока!